Александр, вам слово. О, благодарю, отлично. Вот я переплюнул Тони Роббинса сегодня. Тони Роббинса на первое выступление он снял огромный зал, заплатил $500. Это были мохнатые 90-е или когда. И пришло 4 человека. И Тони Роббинс сказал: «Вау, я дам этим людям максимум, что у меня есть». Но так началась его карьера как спикера. У меня целых 8 человек, даже уже больше вижу. Так что я переплюнул Тони Роббинса. Эгегей. Мой учитель будет мой гордиться, один из них. Так, если можно там поставить будильничек мне, чтобы я видел время. Ребят, начинаем с вами с зарядки. Значит, это называется, вот вообще такого рода зарядки сейчас называется биохакинг. Почему биохакинг? Потому что люди пытаются хакнуть, взломать свой возраст, взломать свое тело и все остальное. На самом деле эти все вещи, они были частью жизни любого человека когда-то раньше, но наука начинает к этому сейчас подтягиваться. То есть биохакинговые упражнения, они помогают получить максимальную пользу за максимальное количество времени. Поэтому я попрошу всех, можете оставлять камеру включенной, можете выключать, как кому комфортно. Повторять за мной. Мы с вами сделаем маленькую зарядочку для центрирования. И это поможет вам, во-первых, возобновить течение энергии в своем теле, скинуть усталость и также информацию, которая сегодня будет, интегрировать наилучшим образом. Так, начинаем. Значит, зарядка, этот комплекс упражнений называется самомассаж. Я его брал и у китайских тибетских монахов, и у различных специалистов в других сферах. Выглядит он примерно таким образом. Мы становимся, ну просто вот так становимся, ничего здесь серьезного не происходит. Берем, выставляем перед собой руки, начинаем их растирать. Когда я делаю эту зарядку, обычно я могу себе еще давать какие-то созидательные команды своему телу, своим нейронам, своим клеткам. Потому что каждый раз, когда мы делаем зарядку, начинается формирование новых клеток. И поэтому важно вкладывать в эти клетки новую информацию. То есть, когда мы растираем руки, вы можете себе тоже говорить: так, секундочку, чей телефон? Ага, так, выключаю телефон. Минуточку. Растираем руки и говорим себе: я включаю свою творческую энергию. Говорите про себя. Это просто для вас. Вот с утра встали, я включаю свою творческую энергию. Угу. Благодарю свои руки за то, что я создаю ими этот мир. Помните, вначале было слово было Богу, слово было Бог. То есть мы этими словами создаем свою реальность, свое тело. И после того, как мы их хорошо растерли, они у нас прям горячие, прикладываем к глазам. Буквально на пару минут делаем 3 вдоха. Значит, вдох у нас на 3 раза, то есть считаем до 3 на вдох и 6 раз на выдох. Можете также поблагословить ваши глаза, чтобы они видели, наслаждались красотой этого мира, чтобы они видели возможности этого мира и чтобы всегда смотрели на тот прекрасный дар, который у нас есть по имени жизнь. После этого переходим к активации мозга. Значит, кончиками пальцев мы растираем очень хорошо центр своей головы сверху. Меня хорошо видно всем, я думаю. Так. Растираем, значит, нету каких-то четких правил. То есть мы сейчас не следуем правилам тибетских монахов. Мы просто растираем свою голову кончиками пальцев. Делаем это достаточно сильно, чтобы почувствовать. Как говорит мой остеопат, активируем моторный мозг. После того, как почувствовали удовольствие, то есть тоже можно давать себе внутри созидательной команды. Я сейчас это делать не буду. Примеры я уже дал. После того, как почувствовали, что кровь начала приливать к вашему мозгу, переходим к лицу. Лицо умываем. Опять-таки можно себе говорить: да, я смываю свои морщины, активирую свою молодость, наслаждаюсь молодым, красивым телом, энергичным. И сияю в этом мире. После этого берем руки, делаем так и массажируем щеки в районе ушей.
После чего переходим к ушам. Уши у нас являются центрами нервных окончаний, так же, как и ступни ног. Хорошо их растираем. Складываем руки так. Ага. И проходимся еще раз по лбу, по затылку и двигаем своей головой по сторонам. Хорошо прорабатываем затылок. Вот здесь в шее у нас все нервные окончания, которые идут к мозгу. То есть мы это все расслабляем и одновременно активируем. Проходимся по голове и можем переходить к рукам. Растираем наши руки по всей длине, начиная от ладоней, заканчивая плечами. Вот, я еще забыл сказать, чтобы вы запомнили свое состояние до того, как будете делать упражнение, и после, просто чтобы вы почувствовали разницу. Потому что это упражнение, оно включает человека даже после, скажем так, какого-то заболевания или алкогольного бодуна. Короче, то есть оно спасает в любой ситуации. Хорошо. Растираем одну руку, переходим ко второй. Очень хорошо растираем. И переходим к растиранию вверх груди. Тут у нас вилочковая железа. Пожалуйста. Активацию наших гормональных центров сейчас идет. Вот. Хорошо растираем. Чувствуем, как энергия уже начинает распространяться по всему телу. Я уже чувствую, не знаю, как вы, ребят, я уже чувствую. Так, и переходим к животу. Активируем свой желудок, опять, да, даем команды. Вся пища, которую мы употребляем, сразу идет в красоту, в энергию, на пользу нашему телу. Все остальное выводится из организма. Мой желудок знает, что он делает. И я ему не помогаю, я его благодарю. Почки выводят токсины из нашего тела. Тоже растираем свои почки. Переходим к ягодицам, к тазобедренному суставу. Ага, не очень видно. И переходим к ногам. Значит, особое внимание мы уделяем... Так, где камера? Здесь. Особое внимание мы уделяем нашим коленям. Тоже делаем массаж своих ног. Мы благодарим их за то, что твердо стоим на этой земле. Идем по своему пути. То есть вроде бы такие маленькие фразы, ничего не значащие, которые имеют огромное значение в нашей жизни. То есть наша ретикулярная активирующая система мозга, то есть это своеобразный, скажем так, такая сеточка, которая опутывает наши мозги. Вот все то, что для нас важно, все то, что в нашем фокусе, она это все приводит в нашу действительность. Мы начинаем это видеть. Так, мы завершили с вами часть самомассажа, переходим к второй части морализонского балета — прохлопывание. Да? Микрофон. Благодарю. Так, прохлопывание. Начинаем тоже с головы, то есть делаем то же самое, но прохлопывая ладошками. И комфортно для себя начинаем прохлопывать голову, затылок и шею. Угу. Этот комплекс можно делать как коротко, так и длинно, то есть в зависимости от того, сколько у вас времени. Лицо. Одновременно с тем, что мы очищаем лимфу, активируем свое тело, одновременно с этим мы еще и даем сигнал нашей нейронной системе, что у нас все хорошо, мы в безопасности. И она успокаивается, позволяет нам принимать лучшие решения. Плечи и суставы. Уделяем особое внимание суставам. Да, то есть там наша энергия
Ну, там находятся так называемые нервные центры аналитические. Хорошо, прохлопываем. Отлично. Благодарю тех, кто делает это на видео. Я теперь смотрю, я не сам это делаю, от память. Очень круто. Так, прохлопнули. Отлично. И так, делать своеобразие лиза. Вот. Вот. Ягодицы, тазобедренный сустав. И спускаемся по ногам, коленям вниз. Последнее упражнение, которое мы с вами, ребята, делаем из комплекса упражнений по синхронизации левого и правого полушария мозга. Я взял эти упражнения у ребят, которые разработали систему, которые разработали эту систему. Система была разработана для того, чтобы помогать детям-аутистам синхронизировать свои полушария и возобновлять нормальное функционирование организма и мозга особенности. Я возьму только одно упражнение оттуда из этого комплекса. Остальное мы с вами будем делать на выездных мастер-майндах. Значит, как оно выглядит? Мы берем, становимся вот так вот и хлопаем по коленях. Очень простое упражнение. Хорошо прохлопываем. Угу. И можно это еще делать, хлопать сбоку. Вот так вот сбоку. Раз. Сбоку два. Можно с другой стороны. Таким образом мы еще прокручиваем свой позвоночник. Угу. И убиваем сразу двух зайцев. Синхронизируем мозг и прокачиваем свой позвоночный столб. После того, как вы сделаете это хотя бы 10-15 раз, Шрам, привет, вижу тебя. Полина. Останавливаемся и завершаем этот комплекс. Вытягиваем руки перед собой, разворачиваем. Берем их в кулачок и тянем на себя. Делаем так и скрещиваем ноги. Закрываем глаза и делаем 5 вдохов и выдохов. Просто центрируйся. Опять-таки вдох на 3, выдох на 6. Выходим из этой позиции. Позицию я взял в комплексе Psy-K, считается одной из наилучших терапевтических методик, которые есть в этом мире, даже лучше, чем гипнотерапия. Изучал ее у очень хорошего эксперта. Значит, ребята, сейчас мы включили наше тело. Как себя чувствуем? Обратную связь. Так, Юля, Полина, супер. Отлично. Я тоже чувствую, что живот уже проснулся. Последнее упражнение, которое мы можем добавить, просто протрушивание всего тела. Протрушиваем всего тела. Вот. И я расскажу позже, почему это важно. На примере того, как мы работаем со стрессом. Все, отлично. Так, все, переходим к презентации. Ребят, значит, я хочу сказать следующее. У меня нет четкого плана, по которому мы будем с вами идти. У нас с вами приблизительно 45 минут. Моя задача дать вам максимальную ценность. Какую максимальную ценность я вижу сейчас, это та, которая была для меня 10 лет назад в кризисе среднего возраста. То есть самую большую проблему, которую я сейчас вижу как в академии, так и вокруг себя, это то, что у человека нету смысла. Да? То есть не то, что нету смысла, у каждого есть свой смысл, но нету настолько глубинного смысла, понимания своей ценности как человека в этой экосистеме, что мы как бы забываем о своей уникальности и даже пробуя что-то сделать, что-то сотворить, мы идем из чувства неуверенности, компенсации всего остального. То есть сегодня мы будем говорить с вами с точки зрения науки и с точки зрения духовных учений,
что такое смысл человеческой жизни. И если у меня получится для вас эту картину подсветить, то есть результат этого мастер-класса, сегодня вы уходите, и у вас больше нет вопросов, для чего я здесь, почему я живу и все остальное. Перед тем, как я перейду к презентации, я хочу показать вам короткий ролик. Ага, Есть. отлично. Я надеюсь, на борту Крузенштерна я напитаюсь такой энергией, которая дальше мне даст возможность творить. Далеко не на каждый свой шаг я могу объяснить, зачем. Я хочу побыть наедине с самим собой, подумать о жизни. Кто я, зачем я, куда я иду. Хочется сбежать. Так, все, этого достаточно из ролика для иллюстрации того, насколько важно для нас, ребята, с вами, да, у нас есть осмысленная жизнь. То есть нам не нужно тогда пускаться в адреналиновое путешествие, нам не нужно искать себя, мы уже можем сконцентрироваться на том, что есть у нас сейчас, и создавать себя постепенно. Значит, я провел 46-летнее исследование того, с точки зрения науки и с точки зрения духовных учений, как выглядит наша сегодняшняя действительность. Так, а ну-ка, видно? Нет? Видно. Значит, что нам говорит наука о природе жизни человека? Наука говорит, значит, так. У нас есть самая резонансная теория, это теория большом взрыве. То есть ничего не было, тут бац, произошел взрыв, и начала формироваться вокруг материя. Что наши научные исследователи не знают, как бы вообще не могут предположить, кто был автором этого взрыва. То есть, непонятно. С духовной стороны у нас есть понятие такое, как Бог, Вселенная, источник. То есть духовная сторона нам уже сразу дает ответ на то, что вот люди начали приходить сюда, играть в эту игру и создавать эту реальность все вместе в коллаборации. Значит, что дальше у нас есть в науке? Значит, были очень много различных ребят, очень интересных, которые пытались объяснить природу и реальность. Возьмем того же самого Дарвина. Дарвин, который сказал, вот человек произошел от гориллы, от обезьяны. В конце своей жизни, после своих многолетних исследований, что сказал Дарвин? Глаз путем эволюции – абсурд. То есть вот к такому выводу пришел наш очередной просветленный человечек в сфере науки. И последний пример, который можно привести, это Фома Аквинский. У меня 2 года философского факультета и специальность религиоведения. Был такой Фома Аквинский, апологет христианской церкви, который сказал, я объясню вот это вот все, я объясню существование Бога с позиции науки. Он написал около 40 томов. В итоге своей жизни он заявил следующее. Все мои работы не стоят и вороха сухой соломы по сравнению с верой простого христианина. То есть вот, пожалуйста, сколько бы человек не пытался объяснить, добавить к этому можно еще психологию как науку. Психология у нас, то есть психология – это наука о душе. На сегодняшний день, я не знаю, кто из вас знает, на сегодняшний день в психологии понятие душа как такое не присутствует. То есть получается та наука, которая должна людей учить о душе, и сегодня мы как раз об этом с вами говорим, и мы с вами, посмотрев на то, что нам предлагает наука, сейчас переходим к духовным учениям, которые объясняют нам, для чего мы здесь с вами находимся. В принципе, с точки зрения природы, мы тоже можем это объяснить. То есть вот падает зернышко в землю, да, и оно начинает расти, из него вырастает дерево. В зависимости от условий, которые есть вокруг, у него могут быть широкие ветки или узкие ветки. То есть насколько там ветрено, какая земля и все остальное. У дерева, скажем так, нету сознания, которое есть у человека. То есть дерево, когда растет, упирается в какую-то преграду, вот скажем, в ветвь другого дерева, оно не говорит себе, я плохое, тупое дерево, у меня ничего не получается. Вот, а растет себе дальше, но огибает эту веточку и растет себе дальше. В чем смысл дерева? Смысл дерева, чтобы расти. Наслаждаться своим процессом роста в этой игре коллаборационной. С точки зрения духовной науки, духовных источников, мы с вами приходим сюда с несколькими целями.
Во-первых, первая цель – это игра. Вторая цель. Мы с вами занимаемся, смотрим на контрасты, которые есть вокруг вас, вокруг нас. Контрасты. И они являются отправной точкой, куда мы будем двигаться. Я хочу сейчас остановиться на контрастах. Что такое контраст? Вот, например, Икрам. Возьму тебя как пример. Икрам видит, что очень много людей не могут обращаться со своими финансами. И для него это, как для человека, который это замечает и справился с этими вещами сам, для него это неправильно. Не то, что даже неправильно, это не соответствует наивысшему потенциалу человека. Что делает Икрам? Он начинает создавать на фундаменте этого точку своего роста программы для того, чтобы помочь людям интегрировать это важное знание в свою жизнь. И так можно сказать о каждом из вас. Юля, пожалуйста, да? То есть Юля посмотрела, насколько важно здоровье в жизни человека, встретившись со своими проблемами, да? Использовала эти проблемы как свою точку роста, выучила йогу, да, что там еще, Юлечка, ты изучала очень много разных вещей, и сейчас создает возможности людям для того, чтобы они были такие же здоровые, как она. То есть контраст – это ключевое понятие в этой реальности. Контраст – это то, что мы называем проблемой. На самом деле все, что мы называем проблемой, это наша точка роста. Даже не то, что точка роста, это наш ресурс, из которого мы можем что-то создать. Приведу еще один пример, как это работает. Едет Илон Маск по центру Лос-Анджелеса в трафике. Там 4-5-полосные дороги, куча машин. И Илон Маск в Твиттере пишет: гребаный трафик. Через полчаса выходит еще один твит от Илона Маска: кто-то должен построить здесь туннель. Еще через полчаса: я строю гребаный туннель. Через пару недель Илон Маск прорывает первые 10 метров туннеля, созывает сообщество городских властей, инвесторов, начинает строить туннель. Вот, пожалуйста, то есть природа, которая течет через нас, с помощью наших глаз, вот почему говорят, что у Бога нету других рук, чем наши руки, да, потому что природа, которая течет через нас, она видит, где вот это вот горлышко бутылки получается, то есть вот в случае с Илоном Маском люди не могут попасть вовремя домой. Логистика плохо работает. Вот оно, горлышко бутылки, где энергия плохо работает. И человек может практиковать здесь две позиции. Первая позиция, как говорит очень известный маркетолог Гарри Ви, первая позиция ДНК неудачника. Что такое ДНК неудачника? Гребаные власти не могут расширить дорогу, вообще какая-то задница тут происходит. Короче, ну его нафиг, начинает этот человек все осуждать. ДНК удачника. Человек начинает видеть здесь возможность. То есть, в принципе, ситуация у нас не меняется. И вот я сертифицированный лайф-коуч в когнитивно-поведенческой терапии. Вот когнитивно – это в наше восприятие. То есть наша ситуация тут не поменялась. Дальше мы сидим в трафике. Но наше восприятие этой ситуации, мы начинаем смотреть и искать в ней возможность. И таким образом человек начинает внимание. Только благодаря изменению своего восприятия он начинает чувствовать себя либо плохо, либо хорошо. То есть если он начинает рефлексировать на ситуацию, ему ничего не нравится, он чувствует себя плохо. Если он начинает искать там возможности, он чувствует себя хорошо. Если он начинает просто смотреть на нее созидательно и думать, пусть будет, у него нет таких ресурсов, как Илона Маска, но он может сказать себе: блин, классно было бы, если бы здесь трафик проходил классно. Классно было бы, чтобы когда люди начинают летать на автомобилях. То есть даже думая созидательное мышление, человек уже начинает менять свое восприятие. И тут, когда мы все с вами говорим о счастье в этой жизни, тогда возникает вопрос: если мы не кайфуем от того, что есть, как мы можем быть счастливы? И что такое состояние счастья? Счастье – это как раз состояние того потока природы, который течет через нас,
проявляет себя в творчестве, в усовершенствовании этой системы, в расширении ее. И когда мы принимаем в этом участие и кайфуем от этого процесса, мы автоматически счастливы. То есть его не нужно искать, это счастье. Нужно просто понимать, для чего мы здесь и какая наша цель. То есть получается игра, контрасты. И третье, что можно добавить в смыслах жизни человека, это удовольствие от своего развития и вклада в экосистему. Потому что у каждого из вас, как в ролике, который я включал, у каждого из вас есть свой уникальный дар, который вы усовершенствуете своими талантами. То есть ваш дар – это ваши таланты, которые вы усовершенствуете навыками, теми, которые вы получаете. И впоследствии вы создаете из этого проекты, продукты и ценности, которые упаковываете в свои услуги и идете дальше. То есть если идти с этой вот позиции, вы уже не там Петя, Вася, Катя, которые ищут себя. Вы уже продолжение этого потока природы, потока Бога, опять-таки называйте как хотите, который в этой игре, в этой системе делает значимый вклад и наслаждается процессом. То есть если смотреть на всю нашу с вами жизнь, как на большой организм, еще где-то лет 15-20 назад в диагностике Лазарева, диагностике Карма Лазарева я прочитал такую очень интересную метафору. Представим себе человека как вот природу, вот всю нашу реальность, как огромный организм. И там есть клетки мозга, клетки сердца, клетки ног, клетки кожи. Каждая из этих клеток выполняет свою функцию. Функция клетки сердца – прокачивать кровь. Функция клетки легких – насыщать кровь кислородом. Каждая клетка выполняет свою функцию. И каждый человек, он подобен вот таким клеточкам, которые работают во благо всего организма. И получается, если клетка сердца перестает это делать, или клетка легких, они начинают жить только для себя, они становятся раковыми клетками. Организм сначала отрезает поток ресурсов к ним, а потом он должен эти клетки удалить из своего организма, чтобы весь организм выжил. Поэтому те люди, которые... Причем, смотрите, какая интересная вещь. Для клетки сердца качать кровь не означает создать мультимиллионный бизнес или что-то вроде этого. Если она уже здесь, рядом с собой, ощущает себя хорошо, чувствует удовольствие, она уже выполняет свою работу. Ее, конечно, потенциал может быть еще и создать мультимиллионный бизнес. Но она не должна это делать, если она чувствует себя хорошо. Чувствует она себя хорошо только когда воспринимает эту действительность хорошо, ну, то есть позитивно, и наслаждается своим творчеством в этой экосистеме, тогда она чувствует себя автоматически счастливой. То есть, опять-таки, да, если мы с вами часть этой огромной системы, получается, человек, который ищет счастье для себя, человек, который ищет счастье, и думает, что где-то вот там оно находится, что-то я себе там куплю, что-то я приобрету, что-то построю, и я автоматически буду счастливым. Нет, вот клетка сердца, она счастлива не потому, что она хочет стать счастливым, а потому, что она выполняет свою работу. Состояние счастья – это последствие той работы, которую она выполняет. Не с позиции того, что она должна, как бы вот все, вот только это делать. Вот, то есть, возможно, не самый лучший пример на организме человека, но, в принципе, если, говорю еще раз, она получает удовольствие от сотворчества с другими клетками в этой экосистеме, заботится о ней, то тогда она находится в состоянии счастья. И сейчас, как я и обещал, мы с вами разберемся, почему фильм «Матрица» очень сильно, наколол в свое время меня и многих других людей, показав ту мрачную картину, которую мы с вами там увидели. То есть в «Матрице» человек показан как вот такой субъект, выполняющий роль батарейки, плюс и минус, который питает огромную систему машин. И эти машины ему в мозг посылают картинки жизни, в которой он живет. Братья Вачовски, почему, как по мне, перевернули картину жизни человека с ног на голову? Почему перевернули с ног на голову? Потому что человек, да, действительно, человек, если посмотреть, сейчас я одну секундочку вам скажу, один медицинский и научный факт. Значит, тело человека действительно
электрический феномен. Клетка человеческого организма равна 1,4 вольта. И в теле человека есть около 50 триллионов клеток. Если это все умножить, у нас получается 700 триллионов вольт электричества. И, в принципе, да, действительно, как бы есть момент в том, что эту систему мы подкармливаем, но не так, как в матрице. Против нашей воли в ячейках, батарейках мы ее подкармливаем, а совершенно по-другому, как я пришел, благодаря своим эмпирическим исследованиям. То есть мы построили с вами в Москва-Сити или где там, не знаю, откуда вы, ребята, мы построили с вами площадку для игры. Вот тут баскетбольный корт у нас есть, вот тут у нас турники, тут у нас столики, где мы играем в шахматы, тут еще что-то. В общем, это наша площадка игровая. Каждый в ней получает какой-то опыт, каждый приходит за каким-то опытом. Мы убираем за собой на этой площадке. Мы выбрасываем бумажки в урну, мы поддерживаем ее в чистоте. Приходят ребята, не хочу братьев Вачовских брать в пример, но пусть будет так. Вот приходят братья Вачовские, залезли на турник, упали, ушибли коленку. В баскетбол мячик не получилось скинуть хорошо, друзей себе не нашли, не адаптировались и сказали, да ну нахрен эту площадку, и начали ее разрушать. То есть в этом плане, в плане души, в плане эволюции души, то, что я для себя открыл в ченнелингах, книгах и духовных источниках, мы сами пришли строить эту площадку. И да, мы кормим ее этими триллионами вольт электричества, потому что нам здесь нравится. То есть мы приходим сюда по своей воле. И кайф даже не в том, что мы должны обязательно что-то изменить, а кайф в том даже, что на уровне души мы не знаем, как чувствуется шоколад. На уровне души мы не знаем, как чувствуется секс. На уровне души мы не знаем, что такое лепить своими руками и создавать что-то в этой системе. То есть мы приходим сюда за вот этими чувствами. Вот такой вот интересный феномен. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вам интересно вообще этот момент? Важен, считаете, для вашего мировоззрения? Вам поможет это же смотреть на себя с совершенно другой стороны? То есть не там я очередной Вася Пупкин. Вася Пупкин тоже оригинальный человек, да? Но, то есть уникальный человек. Но главное, если он об этом не знает, то он просто очередной Вася Пупкин. И если он знает о том, что он пришел сюда играть уникальную роль и создавать эту экосистему вместе с другими душами в физическом теле, тогда он становится этим творцом. И об этом тоже Чермен говорит нам в нашей академии. Так. Агенты матрицы. Почему этот мастер-класс был назван мастер-класс буткемп для агента матрицы? Потому что каждый человек, который начинает заботиться о этой площадке, да, о этих деревьях, о этой природе, о том, что логистика работает, о том, что люди богаты, здоровы и счастливы. Каждый человек для меня становится этим агентом матрицы. То есть вот, пожалуйста, Тони Роббинс. У него 72 бизнеса, и он изменил жизни миллионов людей. Почему привожу именно его? Потому что есть очень много других классных ребят. Джо Диспенза, пожалуйста, Дипак Чопра. Эти люди дали миру грандиозное количество пользы. Эти люди помогают другим находить в жизни смысл. Не просто находить, вспоминать в жизни смысл и жить в соответствии с той природой, с которой они пришли сюда жить. То есть именно кайфовать от этого развития. Вот, пожалуйста. То есть, ребята, если вы начинаете заботиться уже не только о себе, но и о всей экосистеме, вы становитесь агентами матрицы. И, естественно, вы зарабатываете на этом деньги, потому что матрица, организм этот огромный, который мы рассматривали, он начинает расплачиваться с вами за ту пользу, за ту ценность, которую вы производите в этом мире. С этой темой все понятно, ребят? Или есть какие-то вопросы? Сейчас можно их задать. Хорошо. Тогда переходим к следующей теме.
это психотравмы, функционирование мозга. То есть почему мы... Вот хорошо, ладно, это, Александр, все прикольно ты рассказал, мы все творцы, мы это без тебя и так знали, но сейчас немножечко расширили свое понимание. Но тем не менее, почему у нас что-то может не получаться? А сейчас мы поговорим о функционировании нашего мозга и как формируется психотравма. И почему человек не живет в этом русле, в этом ключе, в котором пришел сюда жить. Так, и у нас 20 минут осталось, так что мы сделаем это быстро. Значит, в психотерапии существовало определенное количество времени. Следующая картина. Вот развивался наш мозг. Рептильный сначала был мозг, который отвечает за инстинкты. То есть рептильный мозг управляет функциями автономными нашего тела. То есть он качает кровь в организме. Он поддерживает нашу пищеварительную систему. То есть все те вещи, которые делаются автоматически, это функции нашего рептильного мозга. Потом начал развиваться мозг амигдала. Часть мозга, которая называется амигдала. Вот он у животных очень хорошо проявлен. То есть если рептильный мозг, мы можем взять крокодила. Крокодил Петя. Он, когда смотрит в лужу, он не знает, что он крокодил Петя. Потому что он живет на уровне инстинктов. У него нет этих частей мозга. Потом у нас идет амигдала. Это чувственный мозг. То есть собаки плачут, да, то есть там уже вот это присутствует. Люди, да, плачут. И радуются, любят и все остальное. И третий, и потом начала развиваться у нас префронтальная кора. Правое и левое полушарие. Одно полушарие у нас заведует нашим опытом, второе полушарие заведует нашими творческой стороной, то есть образным мышлением. Теперь смотрите, какая интересная штука. Когда человек встречает какую-то ситуацию в детстве, например, родители запрещают ему что-то делать, у него создается в префронтальной коре картинка. То есть родители ему что-то запрещают. Потом на базе этой картинки у него включается чувство соответствующее. То есть здесь у нас префронтальная кора, здесь у нас амигдала, и здесь у нас рептильный мозг. И это все соединяется с инстинктом. Например, зажаться. То есть человек, возьмем такой пример. Человек выходит в школе перед доской рассказать стишок. Вот он уже такой стоит, хочет рассказать этот стишок, начинают из него ржать его одноклассники. У человека включается чувство страха, и рептильный мозг делает вывод, ага, значит, ситуация опасна для жизни. В префронтальной коре, точнее в гиппокампусе, записывается это воспоминание и формируется нейронная цепочка. Формируется нейронная цепочка, благодаря которой каждый раз, когда человек выходит делать презентацию в будущем, его рептильный мозг вводит его в состояние инстинктивное зажаться, спрятаться, убежать. Вот приблизительно так формируется психотравма. Здесь, это с позиции психологии. С позиции моих исследований я могу добавить сюда еще одну очень важную деталь, которая там пропущена, да? Это вывод. Вывод о себе, о мире, о ситуации. То есть вот это вот все, что здесь происходит, и потом автоматически запускается. То есть когда мы через органы чувств, через наши глаза, да, уши воспринимаем ту ситуацию, которая просто похожа на то, что здесь происходило, эта нейронная цепь запускается. И есть только в том случае, если мы сделали тоже вывод, что, я действительно тупой, я ничего не знаю. И, естественно, организм, наш мозг начинает нас охранять от таких вот повторений ситуаций, в которых я тупой, никчемный и все остальное. Вот, пожалуйста, почему люди с бриллиантовыми мозгами, с бриллиантовыми дарами, которые хотят нести это в мир, они могут останавливаться. Для этого существует вся глубинная работа, нацелена на то, чтобы найти эти ситуации и изменить вывод о себе и о мире.
Если для самостоятельной работы могу дать следующую практику. Что самое страшное может случиться, если я? И дальше уже ставите то, что вы хотите сделать. То есть я хочу запустить свой курс. Что самое страшное может случиться? И идете вниз, раскрутка вниз. Что самое страшное? Что самое страшное? И вы можете докопаться до той первой ситуации, когда вы сделали вывод, что продажа курса, это как бы его, во-первых, никто не купит, ну, потому что вы сделали себе вывод, что вы никчемный и тупой, да? И таким образом здесь, в этом месте, вы уже можете внедрять новые убеждения о себе. С помощью гипнотических сессий, с помощью медитации можете менять это убеждение о себе, чтобы мозг ваш переучился. Вот то, что называется... Вот я сейчас объяснил схему того, что называется сейчас подсознанием. Я перестал верить в не то, что изучив самые мощные методологии работы с подсознанием, я пришел к выводу, что его тупо не существует. Существуют, да, нейронные связи и автоматизмы, формирование которых я сейчас вам описал. Но не существует подсознания. То есть вами никто не управляет. Просто каждый раз, когда вы идете в какое-то действие, в любое действие, у вас из того вывода, который вы сделали в ситуации, запускается та нейронная цепочка. То есть в любом случае, даже когда мы работаем в глубинной работе, например, человек боится войти в лифт, потому что там была какая-то ситуация. То есть мы находим ситуации, мы изменяем ее восприятие, изменяем реакции на уровне тела. После этого человек идет в лифт и тестирует результат. Потому что результат должен быть не типа, ой, я чувствую себя легче, доктор, пойду еще потрачу 10 тысяч лет на психотерапию, в лифте все равно не буду кататься, но мне уже легче. Ни хрена подобного. Человеку нужно ездить на лифте или кататься на самолете. И вот для этого работает как раз и глубинная терапия, чтобы помочь ему сделать новые выводы. То есть каждый раз, когда вы делаете какое-то решение, вот запустить свой новый бренд одежды, запустить новый курс, наставничество, вот все вот эти вот вещи, у вас включается просто тот текущий вывод о себе и о ситуации. Вывод. Вот это самое главное, что нужно запомнить. И если вы начинаете ощущать, вот сейчас мы с вами плавно переходим, после того, как мы с вами поняли, как формируется, вот как работает немножко наш мозг, да, о том, как формируется психотравма, о том, что все зависит от того, что от того вывода, который мы делаем, и той нейронной цепи, которая у нас связывается вместе. То есть есть такая фраза прекрасная Хапса: нейроны, которые загораются вместе, связываются вместе. То есть, например, парк, запах сирени, музыка «Прощание славянки», мама с папой ссорятся, чувство страха, инстинкт спрятаться. Вот, то есть получается, видите, как вот оно формируется? Не подсознание, а вот именно ассоциативная нейронная связь. Вот эти все. И потом человек, бац, он идет по парку, чувствует запах сирени, у него уже начинается стрём. Потом бац, оба-на, «Прощание славянки» заиграло. И он оказывается опять в той же ситуации. И это не хорошо, не плохо. В этот как раз момент он может ее перепрожить, эту ситуацию у себя в голове. Он может ее и сейчас с тем, что я вам дал, у вас уже будет намного больше шансов, конечно, да, ну, индивидуальная работа тоже как бы очень полезна, скажем так, но я сейчас ничего не продаю, не рекламирую, но именно благодаря пониманию этого процесса, знаете, каждый терапевт, когда он ведет клиента назад туда, где случилась психотравма, а клиент в то время, он не думает, вот смотрите, тоже об этом мозге напомню, да, вот 3 уровня мозга: рептильный мозг, амигдала, чувственный мозг и префронтальная кора. Вот здесь наше сознание. Вот когнитивные бихевиорологи, они приходят к выводу, что когда мы в этой ситуации, когда рептильный мозг берет на себя роль защищать нас, мы не думаем, вот эти центры отключаются, вот этот центр отключается. И мы действуем на уровне рептильного мозга. И мы ничего не можем поделать, мы не можем думать. И слава богу, потому что если на нас бежит саблезубый тигр по улице, лучше нам не думать, а лучше, чтобы организм отключил вот систему пищеварения, систему репродуктивности и все остальное, и нашу логику и сознание, чтобы мы просто убежали от него. Или дали в морду, ну, если очень большой человек, саблезубым тигром.
В общем, вот как оно все работает в системе нейрофизиолога. Но буквально пару дней назад, так как я постоянно изучаю эту тему, я посмотрел видео, что оказывается вся вот эта вот картинка о рептильном мозге, амигдале, тут я еще одну вещь скажу, амигдале и префронтальной коре, она базируется, тоже есть там нюансы, где она просто не соответствует действительности. Поэтому, даже если мы знаем это все о мозге, мы должны сделать самую главную вещь для себя, понимать, что это наш вывод, который формирует последствия, которые случаются. Тут мы переходим к квантовой психологии. То есть получается, если я в детстве увидел, то есть каждый наш вывод, сейчас самое время рассказать о эмоциональном навигаторе. Значит, в духовных учениях существует следующее понятие. Наши эмоции – это не хорошо и не плохо. Это наша навигационная система в этом мире. Как она работает? Когда я очень просто запомнить, ребят, на самом деле. Я чувствую себя хорошо, значит, я думаю, делаю, говорю в соответствии с тем, что думает, делает и говорит мой источник. Ну, источник не говорит, ну такой. Ладно, он транслирует. Если я чувствую себя нехорошо, значит, мнение моего источника об этой ситуации не совпадает с моим. То есть, получается, мы сейчас анализируем наш вывод, когда мальчик Петя стоит перед доской, на него орут, и он делает вывод, что, блин, да ты, короче, никчемный, тебе вообще нечем поделиться с этим миром. Да, вот он сделал этот вывод о себе, и он в этот момент начинает чувствовать себя нехорошо. Почему? Потому что в этот момент он начинает проецировать реальность, что его никто не хочет слушать, что ему нечем поделиться, что ему нечего дать. Он начинает это все проецировать, и как квантовый творец, потому что реальность формируется в соответствии с ожиданиями наблюдателя, то он начинает создавать именно такие ситуации. И в это время не рептильный мозг, не амигдала ему говорит: ой, блин, нехорошо, спрячься и все остальное. В этот момент ему душа говорит: Петя, ну как ты можешь о себе такое думать? Петя, ты же творец, ты пришел сюда наслаждаться этим опытом. То есть наши эмоции – это прямая обратная связь от нашего духа, источника, который течет через нас в качестве наших уникальных личностей. Это обратная связь, насколько точно мы сейчас идем вместе. Потому что когда человек отключается от своего источника, от его руководства, от этой большей части его, то есть душа там не лучше, не круче нас, это просто наша большая часть. А мы, как бы, знаете, вот это интерфейс между духовным миром и физическим миром. Получается, что мы пришли сюда создавать этот мир вместе. Но если мы отключаемся, вот мы превращаемся в того биоробота, который живет и незачем жить, и пора на перезагрузку. Тут, ребят, понятно, в чем психологическая картина отличается от духовной. То есть психологическая, еще раз я суммирую, в психологической картине это все наш мозг, вот рептильный мозг, чувственный и префронтальная кора. В духовной картине это наш вывод, который мы делаем. Вот что имеет самое главное значение. Тут, в принципе, тоже имеет значение, но, тем не менее, самое важное – это тот вывод, который мы меняем вот там внизу. И да, у нас немножко по-другому мозг работает, то есть там есть, я не помню, как называется этот центр, который выполняет защитные функции и все остальное, а не рептильный мозг. Но в это мы углубляться не будем, потому что мы не на уроке психологии или нейрофизиологии. Так, эмоциональный навигатор мы объяснили. Скажите, пока есть вопросы или нет? Ага. Давайте так, у нас осталось буквально 15 минут. Сейчас мы с вами рассмотрим по быстрячку еще два вопроса, с которыми я встречался. Вот они больше всего беспокоят людей. Ага, во-первых, карма. Что такое карма? Скажите, пожалуйста, вам интересен этот вообще субъект? Мы можем его пропустить. Давайте плюсик в чат. Смотрим на карму или нет. Так, интересен. Анна, интересно. Так, Ирине тоже, отлично.
Хорошо, давайте тогда быстренько. Что он говорит? Это я говорю. Так, давайте про карму. Новое определение кармы. То есть раньше думали как? Что мы приходим сюда, рождаемся здесь для расплаты над теми грехами, которые мы совершили в прошлой жизни. Причем даже в Библии есть такой момент, когда у Христа, это сказал мне мой первый наставник, учитель, даже в Библии есть момент, когда у Христа спрашивает, Христу говорят, ну, у их, помните, когда мы ели там, я не помню сейчас, как точно оно звучит, но что-то типа, виноград оставлял оскомину на зубах детей каких-то родителей. И Христос отвечает, отныне не будет так. Вот, пожалуйста. То есть понятие кармы, карма вообще что такое, что означает слово карма? Карма – это действие. То есть раньше мы думали как? Мы совершили действие в какой-то прошлой жизни, и сейчас мы пришли его отрабатывать. И вот человек живет, ожидает, что он отработает карму, потом попадет назад в рай, и там он уже наконец-то будет счастлив. Это очень классная манипуляционная схема, которая работает прекрасно для церкви. То есть неси нам деньги, отрабатывает карму, отмаливай грехи, а там ты будешь счастлив уже после какого-то, в раю. Вот. То есть, опять-таки, да, вот переворачивается вся картинка. Человек из рая приходит, у меня тут сразу вопрос возникает, как может человек из рая приходить на землю, поиграть, и как он может быть грязным, грешным и все остальное. То есть, вообще смысла нету в этом. Человек и приходит из божественного дома вот сюда, полностью чистый. Просто на уровне ДНК у него не наработаны определенные стратегии. То есть, например, в роду человека все были, скажем так, у всех была эта программа, этот вывод, который был сделан очень давно, что мы там никчемные, деньги даются тяжелым трудом, а я, ничего не стою в этом мире и все остальное. И получается, у человека просто вот трусость, это было последствием того, что человека как бы не пускало в мир его эмоции, потому что не хотелось, чтобы он создавал себе еще всякие такие моменты, где он трус и получает по голове от жизни. Возьмем пример. Мальчик, возьмем Васю. Петю мы уже брали. Возьмем мальчика Васю. Мальчик Вася, у него на уровне ДНК не было проработана смелость. Вот он рождается в какой-то там определенной семье, где папа и мама тяжело работают, и тоже являются винтиками, рабами системы. То есть они ему говорят, Вася, прячься, у тебя ничего не получится и все остальное. И Вася это продолжение какой-то души, которая уже достала на самом деле быть в такой ситуации жертвы. И поэтому Вася договаривается с Петей, что Петя в 6 лет даст ему в глаз. Вот есть такие моменты в духовных учениях, что души договорятся между собой, чтобы вырасти там, где они еще не выросли. Вот, Петя, ты дашь мне в глаз, а потом напротив этого места будет школа по карате, например, да? Вот, и после того, как ты мне дашь в глаз, я, может, в нее пойду и, свой внутренний стержень проработаю, и у меня больше этого качества. То есть я уже проработаю то качество, которое мне нужно для того, чтобы здесь наслаждаться своим опытом и нести свой дар в этот мир. Вот. Но бывают такие ситуации, что Вася не понял урока, и вместо того, чтобы после того, как Петя дал глаз, пойти в школу, изучить карате или бокс там, или еще что-то, Вася делает ретравматизацию, так называемую. Вася добавляет к этому выводу, а меня еще и бьют, я еще и слабый. И начинает жить с этой позиции. До того момента, пока он не сделает новый вывод. То есть карма это ваше действие. Как только вы меняете действие, делаете новый вывод, начинаете жить с другой позиции, все, карма стирается автоматически. С точки зрения уроков души, это урок вашей души. С точки зрения развития ДНК, видите, с точки зрения науки тоже прекрасно объясняется. Те животные, которые не адаптируются, те антилопы, которые не учатся быстрее бегать, чтобы убежать от тигра, они пропадают, исчезают как вид.
То есть какой смысл играть, если мы стоим на месте? То есть какой смысл приходить в школу, и где нет ни географии, ни биологии, ни истории, ходить по школе, просто пинать бумажки и нечего делать. То есть для нас эта игра, это тоже еще и школа роста. Мы не потому, что как бы должны, да, а потому что, чтобы функционировать в ней, нужно учиться. Так, что это у меня здесь происходит? Секундочку, ребят. К тому, чтобы учиться новым вещам, которые помогут нам сделать какие-то новые вещи, да, то есть что-то внести в этот мир и наслаждаться этим процессом. Последнее. Как мы нарабатываем связь с нашим источником? Ребят, это, наверное, последнее, что я успею сейчас рассказать. Значит, у человека есть, вот опять-таки, то, что наука открывает сегодня, веками назад наши предки уже прекрасно знали. То есть у нас в славянских народах говорили «думай сердцем». Почему думай сердцем? Вот только в 70-х годах прошлого века нашли 40 тысяч клеток в районе сердца, которые назвали нейритами. Почему назвали нейритами, а не нейронами? Потому что нейроны уже есть в мозгу. А эти клетки выполняют ту же самую функцию, что и нейроны мозга. Блин. То есть получается, что вот почему наши предки говорили «думай сердцем», потому что наша природа, наш источник, наша душа, да, Вселенная, большая часть нас, через наше сердце посылает нам сигналы. И вот он, да, эмоциональный интеллект-навигатор, то есть который мы чувствуем по поводу каждой мысли и действия, идем ли мы в соответствии с планами своей души. То есть вот, пожалуйста, источник с нами коммуницирует через сердце, потом это все идет в какой у нас, по-моему, левый это у нас логика, а правый. Потом мы идем в правый центр, в правое полушарие, которое отвечает за логику, за образное мышление. Мы получаем образ, который, скажем так, Илон Маск получает вот этот импульс через сердце. Вот тут систему можно усовершенствовать. Потом у него появляется образ перед глазами, что здесь должно быть вот чисто, трафика нет. И потом это все переходит, импульс в левое полушарие, где человек упаковывает это в какую-то определенную упаковку, то есть в проект, для него это построение именно конкретно туннеля. Для кого-то другого он придумает летающие автомобили, запишет, кто-то другой вообще откажется от автотранспорта и сделает велосипедные дорожки. То есть в зависимости от опыта человек будет принимать решения. У него это именно так. И потом, последний момент, у нас в желудке находится вот этот наш выживательный центр. Здесь находится наш третий мозг. То есть у нас есть три мозга. Мозг в сердце раз, мозг в мозгу два и мозг в животе три. Вот это наш третий мозговой центр. В восточных учениях именно о нем говорится. То есть в зависимости от того, насколько человек чувствует себя в безопасности, в зависимости от того, он будет потом, как Илон Маск, идти и делать, или останавливаться и ничего не делать. И постепенно вот этот источник, вот наши госпиталя забиты людьми, через которых источник, Бог, природа посылает слишком много идей на реализацию, но вот здесь у них стоит затык на уровне желудка, да, на уровне инстинктов и выживания. Они это не делают, и получается как провод, через который идет грандиозное количество тока, грандиозное количество энергии, он начинает трещать, гореть и все остальное. Потому что он должен пропускать это все в этот мир через себя. То есть наши мозги вообще, с научной точки зрения, наконец-то мы дошли до того, что это приемники информации. Не генераторы, а приемники. То есть, например, Ане, Надым, Фатиме, еще кому-то могут прийти одни и те же идеи, но кто из вас эту идею воплотит, уже как бы второй вопрос, да? То есть мы все эти идеи принимаем. И как связаться с этим источником? Медитация является одним из самых лучших инструментов. Причем медитация в том плане, что ты полностью отключаешься от этого мира, начинаешь дышать. И я еще там написал у себя на сайте, как не допускать то, чтобы медитация стала мастурбацией. Люди, которые забывают, что они, у них, скажем так, настолько вот эти внутренние вопросы сейчас есть, что они кайфуют
в этой жизни только в медитации. То есть зашли туда, помедитировали, покайфовали, помастурбировали, вернулись назад и ходят там, обнимают деревья, денег нет, короче, жизнь, жизнь так себе. Ну, я счастлив, я же помедитировал. То есть, ну, это не о том, да. То есть человек помедитировал, соединился со своим источником, да, то есть начал получать импульсы, и потом пошел и начал делать. И когда он делает, каждый раз, когда он делает, выскакивают его старые решения, выводы о себе и мире, и именно в этот момент он может эти решения проработать, потому что они бы к нему не пришли, если бы он не пошел в действие, и потом следующее действие, и потом следующее действие, и он пошел дальше. Естественно, весь этот процесс проще, если ты идешь там с наставником, с экспертом, все остальное. Он тебе помогает эти все этапы пройти намного легче и не застревать годами. Но самое главное, что вот цель медитации — расслабился, релакснул, пошел импульс, пошел в действие, через действие вспомнил о прежних выводах об этом действии, проработал, трансформировал. И так этот процесс продолжается. Так, о медитации мы тоже рассказали вот важные самые вещи. Я думаю, что я все-таки успел. И мастер-майнд у нас у нас на мастер-майнд время уже не остается, но мы можем с вами ответить на какие-то вопросы, которые у вас остались, ребят. И, ну или дайте мне какую-то обратную связь, что было полезно, что было вообще непонятно. Все, можете включать видосы, микрофон, ребят. У нас осталось 10 минут, 15. Не, у нас осталось 10 минут ровно. А, у меня звука нет? Выключен? Есть звук. Александр, вас прекрасно слышно, благодарю вас. А я просто смотрел, я вас слышу или нет. Ребят, вопросов нет? Делаем, короче, мини-мастер-майнд с одного человека. Молчание напряжено. Короче, так, давайте сделаем мини-мастер-майнд буквально на 5 минут по схеме Брэда Харта. Вот еще одно вы с собой заберете. Или я просто подведу итоги нашего сегодняшнего выступления, что самое важное, о чем мы говорили, что вы для себя, что я хочу, чтобы вы для себя вынесли. То есть вот 3 варианта. Первый — мини-мастер-майнд. Вы научитесь, как это делать. Второй — я просто делаю, список всего того, на чем мы сегодня прошли. Третье — расходимся, короче, по домам, потому что уже вечером надо ужинать. Вот смотрю на ваши красивые лица. Вот. Один Федор остался, симпатяга. Девчонки повыключали. А, Максим, привет, братан. Да, здравствуйте, Ирина. Так, хорошо, ладно. Я перехожу тогда к мастер-майнду. У кого есть сейчас какой-то вопрос? Давайте я вам это схему покажу на примере кого-либо. У кого-то есть какой-то вопрос жизненный, который он хочет сейчас решить? Ну, разработать стратегию по его решению. Доброго времени. А можно мне насчет денег? Вот почему у меня постоянно деньги приходят и также уходят. Я их прямо аж стараюсь отдать побыстрее, чтобы у меня ничего не осталось. Так, Это уже опять продолжается. Ага, хорошо. Значит, когда к вам... Ладно, мы не ставим диагнозы по цвету автомобиля, да, по симптомам, но что вы можете сделать самостоятельно? Когда... Вот помните, у нас упражнение было, если вы были недавно на мастер-майнде у Жанны о деньгах. То есть гора денег, вы подходите, лежит гора денег, это гора, и как бы ваша реакция, что вы с ней делаете? То есть прописать для себя, что для меня деньги. Можете, для вас конкретно, можете задать вопрос, чем опасно иметь деньги? После того, как вы для себя определили, что для вас деньги, если вот для вас деньги это вообще вне вашей позиции ценностей, то есть деньги — это говно, которое делает человека ужасным, скупердяем, скруджем и вообще недостойным, ну, естественно, вы будете стараться от этих денег избавиться. И если через деньги, скажем так, вот у меня была ситуация, когда моего деда чуть не посадили из-за денег, да? Вот, то есть вот, пожалуйста, вывод, деньги опасны. Можно как бы поплатиться за это. То есть вот
чем они опасны. Вот эти вот две вещи можете проработать. И после этого, понимая, что вы квантовый творец, о чем мы сейчас говорили, да, то есть вы творите своими мыслями, словами, действиями, вы начинаете внедрять себе, можете брать практику Чермена, пожалуйста, я не буду других практик давать, вот возьмите практику Чермена. У меня есть идея, что деньги это. То есть вот брать это, позиционировать как иллюзия. Вот у меня есть иллюзия, что если я получу деньги, я сяду там в тюрьму. И у меня есть идея, что чем больше, если я получаю деньги, то я живу в безопасности, да. Ну, как бы лучше выбирать слова, утверждения без частичек нет и без. То есть я живу в спокойствии, в комфорте и все остальное, да. То есть вот у меня есть иллюзия. После этого третий шаг, если хотите быстро это внедрить, это записывайте себе аудиомедитацию с этими убеждениями новыми, которые вы создали, и слушайте это до протяжении 6 дней. Ключ в том, чтобы почувствовать так, что действительно деньги для вас комфортны и все остальное. То есть ключ выйти из вот этого вот якоря, что деньги опасны и все остальное, на другую позицию. Есть еще у вас какие-то вопросы? То есть это у нас не мастер-майнд, ребята, замечу. То есть это не формат мастер-майнда, просто человек задал вопрос. Да, потому что там есть другие моменты. Есть еще какие-то вопросы, ребят? Или расходимся? У нас 6 минут осталось, уже 5. Юлечка, скажите, пожалуйста, сколько у нас времени? 5 минут. Вот, 5 минут. Ребят, ну тогда можете засыпать меня сердечками в этом самом, можете засыпать помидорами. Так, запись, я думаю, будет. Да, Ирина, запись будет, и будет, скорее всего, доступна уже завтра, ближе ко второй половине дня. Угу. Да, ребят, еще есть шанс задать какой-то вопрос. Галина, благодарю, что пришли. Максим, благодарю. Да, ребят, всех благодарю за огонь, сердечко, Назым. Так, на этой неделе мы с тобой уже наконец-то созвонимся. Ага, и Анна с тобой. Так. Отлично, ребят. Ну что, вопросов больше нет. Я благодарю вас за то, что пришли. Надеюсь, что сейчас у вас будет, просто вашу картину мира. Еще забыл сказать предупреждение. Все, о чем я говорил сегодня, это не истина ни в какой инстанции. Я не гуру ни в каком... Вот 1.1.1 на часах как раз у меня сейчас появился. Ни гуру ни в какой инстанции, короче. То есть все, кто вас не собирает. То есть это все выводы, которые я сделал за 46 лет исследования темы смысла жизни, которая была для меня очень важна. То есть мы сегодня с вами не рассматривали аватары, то есть это зодиакальные аватары, в котором человек как бы выбирает себе определенный энергетический отпечаток аватар, в котором есть определенные качества, задачи, навыки и пути развития. То есть я для себя скажу, я водолей, и моя задача вдохновлять людей на реализацию наивысшего потенциала. Сегодня мы не успели это сделать. Может быть, опять-таки в наших уже онлайн-программах или в наших путешествиях мы будем работать с вашими конкретными аватарами. Так, все, доска падает. Ребята, это знак, что пора заканчивать на этой позитивной ноте. Александр, благодарю. Я вас Очень тоже. интересно. Я вас тоже, ребят, да. Надеюсь, у вас будет сегодня очень... Не то, что надеюсь. Я желаю вам сегодня прекрасного вечера. Также желаю вам... Да, то есть то, что я хотел насчет Нигуру в последней инстанции. То есть вы пропускаете через сердце то, что я сегодня сказал, берете для себя только то, что для вас актуально и имеет смысл. То есть то, что ваш источник вам говорит, вот это да, вот это правильно. А то, что вот это неправильно, то есть выбрасывайте нафиг. Да, ребят, сделайте еще после нашего сегодняшнего эфира, сделайте, пожалуйста, еще какую-то зарядку. Можете присесть там раз 50, например. Если вы присядете 250 раз, то у вас включится выработка стволовых клеток, и вы помолодеете на 10 лет. То есть можете 250 раз присесть или 300. Вот, или отжаться, кто как сможет. То есть сделайте какую-то практику, пожалуйста, заземления, потому что слишком много информации сегодня, если заходит, и мы ее не пускаем в клетки сердца через физуху, то у нас, получается, может потом колбасить. Можно принять после этого ванну с солью и
расслабиться. Но очень важно сделать практику заземления. Особенно вечером сейчас у вас вот уже 6 часов вечера, то есть быстренько, чтобы вы успели еще подготовиться ко сну. Все, ребят, всем удачи. 2 минуты, больше не забираю время, потому что нужно нам что? Нужно всем бежать, и конференция нужна следующему спикеру. Правильно, Юль? Да, нам Zoom нужен для следующего мероприятия. Александр, благодарю. Очень интересно. Надеюсь, что вы нам или проведете встречу новую по второй теме, про которую вы только что сказали, или, может быть, вы запишите нам подкасты по этой теме. Я думаю, что все ребята будут очень благодарны. Это интересно. И спасибо вам за то, что сегодня выступили. Благодарю вас, благодарю. Супер, буду анонсы делать в академии, что там у меня происходит, потому что все-таки очень важно идти вместе с поддержкой, и поэтому мы пришли в академию, я тоже такое буду создавать для вас, ребят. Все, всем пока. Юлечка, вырубайте. Благодарю всех. Всем Всем хорошего вечера. пока.